Часть первая. Кабинка. Меня зовут Анна Витальевна Серова. 34 года. Синхронный переводчик. Русский, английский, немецкий. Москва. Международный деловой центр. Корпус Запад. Кабинка А7. Здесь я работаю 11 лет. Кабинка. 2 квадратных метра пластика и стекла. Стол с микшерным пультом. Кресло с плохой поясничной опорой, которую я исправила подложенной папкой, маленькая полочка для бутылки воды и блокнота. За стеклом переговорный зал «Атриум», овальный стол на 18 мест, флаги в углах, переводческие пульты у каждого кресла. Наушники Sennheiser SH230. Купила сама 3 года назад. Стандартные скользят у меня на голове, эти держатся точно. Гул фильтрации воздуха. Постоянный, легкий, белый шум, который я перестала слышать примерно через месяц работы здесь, и слышу теперь только в тот момент, когда он исчезает. Рядом с пультом блокнот с рабочими аббревиатурами. EN – соглашение, VB – обязательства, ZF – сроки, HV – ответственность, LE – поставка. За 11 лет мои аббревиатуры не изменились. Синхронный переводчик живет в разрыве. По-французски это называется декалаж, смещение, зазор. Ты слышишь начало фразы и уже произносишь ее начало. Слышишь конец, уже произносишь конец. 3-4 секунды задержки. Это норма, это физиология. Слуховой контур, обработка, артикуляционный контур. Все это занимает время. Разрыв всегда положительный. Сначала говорит оратор, потом говоришь ты. Если перевернуть это соотношение, перевод становится невозможным. Ты не можешь говорить то, чего еще не сказали. Это закон. За 11 лет он не нарушался ни разу. 12 февраля в 14:42 я начала переводить переговоры между российской фармацевтической компанией и немецким дистрибьютором. Зал «Атриум», 14 этаж. 4 с российской стороны, 3 с немецкой, плюс юрист и ассистент. 8-й час совместной работы с этим клиентом за последние 3 месяца. Я знала их повестку, их темп, их привычные формулировки. В 16:03 ведущий немецкой стороны, доктор Хеннес Краузе, директор по партнерству, которого я переводила трижды за 2 года, начал итоговое резюме встречи. Я его знала по темпу, быстрый, четкий, без ораторских пауз. Потому как он произносит числа, опуская артикль, по привычке перед финальной фразой делать один глубокий вдох. Я переводила. Автоматически, слово за словом, не думая о словах, просто передавая поток. И в какой-то момент, не останавливаясь, не переключаясь, без паузы, мой голос произнес: «Это завершает нашу сегодняшнюю договоренность». Я услышала это уже после того, как сказала. Краузе еще говорил. Его рот был открыт. Другое предложение. Потом вдох. Потом он произнес финальную фразу. Через 2 секунды после меня. Я остановилась. Положила ручку. Смотрела через стекло на делегатов, которые перекладывали бумаги, не зная, что только что произошло. После встречи я осталась в кабинке. Воспроизвела запись с рекордера, выставила таймер с точностью до 0,1 доли секунды. Мой голос. Это завершает нашу сегодняшнюю договоренность. 16 часов 3 минуты 22,1 секунды. Голос Краузе. Das schließt unsere heutige Vereinbarung ab. 16 часов 3 минуты 24,8. Разрыв минус 2,7. 5 раз переслушала. 1 результат. Я не переводила следующего предложения, не домысливала структуру, не угадывала. Это была его финальная фраза, и я произнесла ее на 2,5 секунды раньше, чем он открыл рот. В блокноте. 12 февраля, 16:03. А7. Краузе. Итог. Я. 22,1. Он. 24,8. Дельта равно минус 2,7 секунды. Минус. Этого не бывает. Я сидела в кабинке еще долго после того, как охранник пришел закрывать этаж.
Говорила: «Все хорошо, уже ухожу». Вышла, спустилась на парковку. Сидела в машине, не заводя двигатель. Смотрела на рекордер. Потом убрала его в сумку. Плюс 3 секунды. Часть 2. Журнал «Включи». Любое видео с синхронным переводом, пресс-конференция ООН, саммит G20, любая международная трансляция. Найди момент, когда говорит переводчик. Прислушайся, он всегда на несколько секунд позади оратора. Подпишись, поставь лайк. Это называется декаляж, норма, закон. Если переводчик говорит раньше оратора, это уже не перевод. В субботу я провела за компьютером 4 часа, не считая 2 перерывов на чай, которые я не помню. У меня хранятся все рабочие записи за 11 лет на внешнем диске. 864 файла, 288 гигабайт. Каждый файл – одна рабочая сессия с именем вида, дата, клиент, язык. Я открыла файл от 12 февраля и создала таблицу с 3 столбцами. Момент. Мой голос, голос оратора. Проставила тайм-коды вручную для каждого значимого перехода. Одно несовпадение за 6 часов. В самом конце. Разрыв. Минус 2,7. Версия 1. Технический артефакт. Рассинхронизация дорожек при записи или сжатии. Разные каналы записываются с разной задержкой буфера. Я открыла исходный WAV-файл с рекордера Olympus LS-14, необработанный, без конвертации, без постобработки. Тот же результат. Mi-техника. Версия 2. Профессиональная антиципация. Синхронный переводчик за 11 лет выучивает шаблоны деловых переговоров. Das schließt и дальше всегда либо unsere heutige Vereinbarung, либо unsere Zusammenarbeit, либо das Protokoll. Можно закончить фразу автоматически, но антиципация – это доли секунды в момент паузы оратора. Здесь 2,5 секунды до начала его фразы, пока он говорил о следующем квартале. Никакого шлист еще не было. Версия 3. Совпадение. Я сказала что-то похожее, и оно случайно совпало с тем, что он потом произнес. Я слушала запись 15 раз, слово в слово, интонация в интонацию, смысловое ударение в то же место. Я завела отдельный блокнот, маленький, в клетку, с красной пластиковой обложкой. Купила на 3 курсе, лежал в ящике стола. Первая страница. 12 февраля. Краузе. Дельта равно минус 2,7 секунды. Источник неизвестен. 15 февраля провела контрольный тест. Попросила коллегу Дмитрия, синхронный переводчик из нашего бюро, работает в той же системе 10 лет, сесть напротив и произносить случайные предложения по-немецки с листа. Ничего заранее не говорила ему о причине. Он читал, я переводила, он засекал время. Отставание 3,2 секунды. Абсолютная норма. В красном блокноте. 15 февраля. Тест с Дмитрием. Произвольное предложение. Дельта равно плюс 3,2 секунды. Норма. Возможно, 12 февраля – разовый случай. 8 часов эфира, конец дня, знакомый оратор. Я знала Краузе хорошо, может, именно поэтому. Возможно, это было 1 раз и больше не повторится. Я оставила красный блокнот на рабочем столе лицевой стороной вниз. На следующей неделе у меня стояло мероприятие, крупный клиент. Я решила, буду засекать время прямо во время эфира, в реальном времени, не только после. Той же ночью я несколько раз открывала и закрывала блокнот. Потом открывала снова. Читала одно и то же. 12 февраля. Краузе. Дельта равно минус 2,7 секунды. Записанное от руки, кириллицей, моим почерком. Это не чужая история.
Это мои слова, моя кабинка, мой голос на записи. И то, что там записано, физиологически не существует. В начале второго я включила рекордер с наушниками, тихо. Нашла нужный момент. Воспроизвела. Мой голос звучал ровно, профессионально, без малейшего колебания. Никакой паузы там, где должна была быть пауза удивления, никакого сбоя в темпе. Голос переводил, как в обычный рабочий день, как будто не знал, что делает физиологически невозможное. Или знал, и это не было для него проблемой. Часть 3. Повтор. 22 февраля я работала на корпоративном мероприятии. Американская технологическая компания открывала партнерство с российским дистрибьютором. Зал «Купол» в другом здании МДЦ, 8 этаж. Другая кабинка В3, не А7. Я думала об этом с утра, пока ехала в метро. Версия с оборудованием казалась мне рабочей. Все-таки А7 – старая кабинка, пульту лет 10, возможно, какая-то задержка на выходе. Другая кабинка, другой пульт, другой микрофон, новое оборудование. Если это техника, то сейчас результат будет другим. Я убедила себя достаточно, чтобы не думать об этом во время завтрака. Здание было незнакомым, ни мой корпус, ни моя парковка. Я нашла зал «Купол» по указателям, поднялась на 8 этаж. В 3 оказалось немного уже А7. Стол без полки, наушники на крючке у двери, вид из стекла не на зал, а на длинный конференц-стол в форме буквы «П». Запах чуть другой. Стойкий запах чего-то парфюма, плавающий, несмотря на вентиляцию. Я проверила оборудование, поставила Sennheiser SH230, открыла блокнот, стала ждать. Мероприятие началось в 10. Первые 1,5 часа я переводила с нормальным отставанием. 3 с небольшим секунды, иногда 4 при быстром темпе. Норма. В перерыве написала Дмитрию: «Все хорошо, ложная тревога». Он не знал, о чем я, но написала. Нужно было написать хоть кому-то. В 11:47 вице-президент компании Дэниел Форд, американец, говорит четко, с намеренными паузами для эффекта. Очень предсказуемая риторическая структура. Предложения начинаются с «Let me be clear» и «The point is». Перешел ко второму блоку. Стратегические цели на ближайшие 3 года. Рынки Восточной Европы, маркетинговый бюджет, присутствие бренда. Я переводила, механически, привычно. И потом, не останавливаясь, не теряя ритма, в середине его фразы о маркетинговом бюджете я произнесла: «Этот проект открывает новую страницу в нашем партнерстве». Форд говорил о бюджете. Потом сделал ораторскую паузу, несколько секунд для риторического эффекта. Потом произнес именно эту фразу. Смысл совпадал слово в слово. 7 секунд после меня. Я положила руки на стол, смотрела через стекло на зал. Люди в пиджаках, микрофоны, флаги компании на ткани с логотипом, бутылки воды у каждого места. Все продолжалось. Форд говорил дальше. Никто ничего не заметил. Ни его сторона, ни наша. Переводчик произносит слова постоянно. Это фон, это инструмент. На него не смотрят. Мероприятие закончилось в 1:30. Я попрощалась, дождалась, пока зал начнет пустеть, и вышла через боковой выход, не через центральный, где оставались люди. На парковке достала рекордер. Включила воспроизведение прямо в машине, через динамик. Нашла нужный момент на форме волны. Я знала уже, как выглядит разрыв визуально, по амплитуде. Мой голос, провал, его голос. Запустила таймер на телефоне. -6,9. Я не стала переслушивать. Одного раза хватило. Другая кабинка, другое здание, другой оратор, американец, не немец. Другой язык, английский. тоже смещение. Больше, чем в первый раз, с -2,7 до -6,9. Не техника, не А7, не немецкий, не усталость. Шло начало 11-го, первые 2 часа работы. Я сидела в машине, смотрела на руль. За стеклами парковка с одинаковыми серыми рядами машин. Несколько человек шли к выходу с бейджами конференции.
Обычный день в МДЦ. Потом завела двигатель и поехала домой. По дороге ни разу не включила радио. Ехала в тишине и думала о цифрах. 12 февраля, 22 февраля. Два события. Тренд. В красном блокноте. 22 февраля. В3. Форд. Фраза о партнерстве. Дельта равно минус 6,9 секунды. Дома, разбирая сумку, я поняла, что не помню обратной дороги. Не маршрут, я приехала нормально. Детали. 40 минут за рулем. Что думала, что слышала в тишине. Пустой отрезок. Решила. Стресс. Плюс 7 секунд. Часть 4. Гипотезы. 3 версии. Я написала их в рабочем блокноте. Не в красном, в обычном, чтобы не путать рабочее с тем, что происходит. И разбирала по одной. Методично, как делала анализ материалов для сложных переговоров. Выписать тезис, проверить доказательную базу, зачеркнуть, если не держится. Первая версия. Профессиональная антиципация. Синхронный переводчик за 11 лет выучивает шаблоны деловой речи. This project represents, дальше всегда либо a significant milestone, либо a new chapter, либо an important step forward. Das schließt unsere, дальше всегда либо Vereinbarung, либо Zusammenarbeit, либо протоколь. Мозг достраивает конструкцию до того, как оратор ее закончил. Артикуляционный контур запускается раньше. Проблема. Антиципация работает в момент паузы оратора или при начале устойчивой конструкции. В обоих случаях ты слышишь сигнал и достраиваешь. Я произнесла фразу Форда за несколько предложений до того, как он начал ее говорить, пока он говорил о маркетинговом бюджете. Никакого «This project opens» в наушниках не было. Нет входящего сигнала, нечего достраивать. Версия закрыта. Вторая версия. Мозг воспроизводит похожие переводы из памяти. Фраза про новую страницу в партнерстве встречалась в моих записях 41 раз. Я проверила поиском по всем файлам. Синхронный переводчик переводит тысячи похожих фраз за карьеру. Возможно, какое-то сочетание. Темп Форда, тема, время суток, акустика зала запустило автоматическое воспроизведение именно этой вариации из памяти. Мозг выдал знакомый перевод в незнакомый момент. Проблема. Воспроизведение из памяти было бы случайной вариацией из 41. Но произошло точное совпадение с тем, что он потом произнес. Если бы это была память, почему именно эта вариация, а не любая другая? Для такого совпадения мне нужно было знать заранее, какие именно слова выберет Форд. Память воспроизводит прошлое. Она не предсказывает чужие будущие формулировки. Версия не объясняет совпадение. Третья версия. Я получаю что-то помимо голоса оратора. Что-то, что появляется в моем речевом контуре до того, как оратор произносит слова, и я это перевожу. Источник не тот, кого слышат наушники. Я написала это, перечитала, написала снова другими словами. Не становилось лучше. Я проверила записи на предмет посторонних звуков в наушниках именно в момент опережения. Слушала внимательно с наушниками Studio Monitor поверх Sennheiser, чтобы слышать низкочастотный фон. Ничего. Только голос оратора, шум зала, стандартный тепловой шум тракта. Никакого второго голоса, никакого постороннего сигнала. Значит, то, что я перевожу, не звук. Оно появляется в артикуляционном контуре прежде, чем слуховой контур что-то получил. Это не работает так. Это физиологически невозможно. Я написала под третьей версией. Источник неизвестен. Поставила точку, закрыла блокнот. Посидела немного. Потом открыла красный блокнот с записями Краузе и Форда и написала на той же странице. Гипотезы 1 и 2 исключены. Гипотеза 3 физиологически невозможна. Тем не менее, факт. Потом дописала. Задача не объяснить. Задача понять, растет ли это.
Если растет, куда? Вечером долго стояла у окна в Хорошово-Мневниках. 3-й этаж, двор с детской площадкой, в феврале темный к 6. Фонарь напротив мигал через одно включение. Включился, погас, включился, погас, без ритма. Я начала угадывать. Просто как упражнение. За долю секунды до вспышки сказать вполголоса «сейчас». Первая попытка – промах. Вторая, третья – промах, промах. Я засекала интервалы. 40 секунд, 18, 27. Никакой закономерности. 10-я попытка, 20-я, промах, промах. Я делала это методично, монотонно. Попытка 43, промах. Я остановилась. Фонарь мигал в своей логике, которой я не знала. Я думала, это я не угадываю. С Краузе я оказалась права. Слово в слово, секунды в секунды. Это другое. Вопрос в том, что именно другое. Часть 5. Хронология. В следующие выходные я написала скрипт на Python. Задача. Загрузить каждый из 864 WAV файлов, разделить звук на два компонента, мой голос и голос оратора, и посчитать средний временной разрыв между ними по каждой сессии. Библиотека Либроса умеет разделять источники, но у меня записи были на один канал, поэтому пришлось использовать спектральный анализ по частотным профилям. 3 часа писала. Потом обнаружила ошибку в нормировке. Еще час отладки. Потом запустила. Посмотрела на первый файл. Считается корректно. И пошла спать. Утром таблица была готова. Кофе на подоконнике остыл, налила с вечера, забыла. Выпила холодным. Открыла CSV. 864 строки. Первые 828. Разрыв от +2 до +4,8. Норма. Небольшая дисперсия. Быстрые ораторы, утренние сессии, некоторые клиенты с непредсказуемым темпом. Ничего примечательного. 11 лет работы выглядели как ровная полоса. Строка 829. Дата. 13 августа прошлого года. Разрыв. Плюс 0,3 секунды. Почти 0. Я и оратор почти одновременно. Я прокрутила таблицу обратно к строке 828. Потом снова вперед, к 829. Закрыла файл. Открыла снова. Строка 829 была там. Строки с 830 по 862 значения медленно ползли вниз. Не резко, плавно, по несколько десяток за каждую сессию. 0,2, 0,1, 0, минус 0,3, минус 1, минус 1,6, минус 2. Строка 863, 12 февраля, минус 2,7. Строка 864, 22 февраля, минус 6,9. Я распечатала таблицу, положила рядом с собой на диване и смотрела на нее на бумаге, а не на экране, чтобы было точнее, без иллюзии ошибки программы. Линия разрыва за 11 лет. Ровная, стабильная, в диапазоне от 2 до 5. Потом точка перелома в 13 августа, и линия начинает медленно идти вниз. Неуклонно, без откатов. Это не сбой, не однократная аномалия. Это тренд с конкретной точкой начала. Я открыла строку 829 и нашла исходный файл. 13 августа прошлого года. Юридическая конференция. Немецкий партнер, российский клиент. 4 часа записи. Я помнила это мероприятие. Стандартный уровень сложности, ничего примечательного, хорошая оплата. Такие мероприятия сложно отличить одно от другого. Я нашла в файле момент с минимальным разрывом. Прослушала. Я переводила немецкого юриста. Фраза о сроках подачи документов на апелляцию. Мой голос пришел на 0,3 секунды раньше.
Это слышно только если знаешь, что искать. На слух без инструмента синхронно, идеальный эфир. 0,3 секунды. 13 августа. Я смотрела на таблицу долго. 11 лет. Норма, норма, норма. 13 августа почти 0. Потом медленно, постепенно, сессия за сессией, ниже и ниже. Это не началось 12 февраля. 12 февраля я это заметила. Началось в 13 августа. За полгода до этого, незаметно, как меняется зрение, когда диоптрии прибавляются по 0,1 в год. Я сидела с распечатанной таблицей и думала о том, что за эти полгода провела больше 100 рабочих часов в кабинках. Переводила больше сотни ораторов. И все это время разрыв медленно уходил в отрицательную сторону. Незаметно. Я ничего не чувствовала. Просто работала. Часть 6. 13 августа. 4 часа записи я прослушала дважды. Сначала подряд, без пометок, потом снова с блокнотом, с карандашом, отмечая каждую паузу, каждое место, где разрыв казался меньше обычного. Юридическая конференция, немецкий партнер, Вернер Куль, старший юрист. Медленный оратор, любит длинные составные существительные, делает паузы между тезисами, не риторические, а технические, пока вспоминает следующий пункт. Российская сторона – юридическое бюро, 3 юристов. Стандартная сессия, сроки, ответственность, порядок изменения договора, форс-мажорные оговорки. Первые 2 часа – разрыв 3, редко 4 секунды. Абсолютная норма, скучно, технично, профессионально. 3 час – один момент в самом начале, плюс 0 и 3, единственный за всю сессию. Потом снова норма, до самого конца. Я нашла этот момент, фраза о сроках подачи апелляционных документов, и поставила на повтор. Куль говорил, я перевела на 0,3 раньше. Потом он продолжил. Потом пауза около 8 секунд. Куль молчал, смотрел в бумаге, что-то искал. Потом сказал что-то негромко, почти в сторону. Повернул голову к коллеге рядом, жест рукой, реплика явно не для записи. Я перевела и это, не должна была. Реплика в сторону – это не эфир, это между своими. Но я перевела, автоматически. Мой голос на записи произносил что-то по-русски. Деловое, нейтральное, про сроки правки одного конкретного приложения. Разрыв этого перевода – минус 1,4 секунды. Я произнесла перевод раньше, чем Куль открыл рот для реплики. Я перемотала и слушала еще раз. Мой голос – пауза 8 секунд, голос Куля. Смысл совпадал точно. Нужно будет добавить срок в приложение 3. Я сказала это по-русски за 1,5 секунды до того, как он сказал это по-немецки. Потом я прокрутила запись к самому началу дня. К утру 13 августа. Кофе из термоса на эскалаторе в метро. Телефонный разговор с мамой. Уточняла, приеду ли в воскресенье. Короткий, она торопилась. Olympus LS14 пишет все, когда включен. Фон, шум вагона, чужие голоса рядом. Обычное утро. Я слушала это утро минут 10. Ждала, что что-то зацепится. Звук, фраза, пауза, что угодно, что могло бы объяснить, почему именно в этот день что-то сдвинулось. Ничего. 0,3 секунды – это слышно только на анализаторе. 1,4 – это слышно только если знаешь, что ищешь, и имеешь реплику в сторону, которую Куль мог и не произнести. Если бы он не сказал ничего коллеге, я бы никогда не нашла этот момент. Погрешность была бы в допустимых пределах. Я открыла красный блокнот, перевернула первую страницу с Краузе и написала на полях. 13 августа. Первый раз. Куль. Дельта равно минус 1,4 секунды. Реплика в сторону. За 6 месяцев до того, как стало заметно. Закрыла блокнот, открыла, дописала. Сколько раз до этого? Не знаю. Могло быть еще раньше, меньше чем 0,3, незаметно даже для скрипта. Я думала об этом долго, 11 лет записей, сотни файлов. Что-то могло начаться еще раньше, в записях первых лет, где разрыв плюс 3, плюс 4. Может, там была аномалия на 0,5 секунды, которая растворяется в общей дисперсии.
Может, за 11 лет я произносила сотни фраз раньше, чем их говорили ораторы. Слишком маленький разрыв, чтобы заметить. Слишком маленький, чтобы посчитать. Я не стала это проверять. Некоторые ответы хуже вопросов. Некоторые цифры лучше просто не видеть. Я закрыла красный блокнот, взяла его снова и перечитала. 13 августа. Первый раз. Первый раз, который я нашла. Это не то же самое, что первый раз. Часть 7. Пустая кабинка. 1 марта я приехала в МДЦ не на мероприятие. Запросила технический доступ к А7 через администратора. Плановая проверка личного оборудования. Инициатива переводчика. Это нестандартный запрос. Обычно техники проверяют оборудование сами. Но кабинку дали на час. Зал Атриум стоял пустым. Стулья сдвинуты к стенам вдоль периметра, чехлы на микрофонах, флаги свернуты в углу. 14 этаж, серый московский март. Ветер гоняет что-то мелкое над крышами Сити. Я зашла. Включила пульт. Стандартный запуск, 2 щелчка, гул фильтрации. Надела Sennheiser SH230. Через стекло пустой овальный стол на 18 мест, пустые кресла, чехлы на пультах. Я проверила индикатор входящих каналов. 0. Никаких активных источников. Пульт принимает только при включенном канале. Каналы выключены. Тишина в наушниках. Только свой белый шум, только гул тракта. Olympus LS-14 лежал на столе включенным. Я включила его еще внизу, у стойки охраны. На случай, если что-то произойдет здесь, в А7, в кабинке, где все началось. Я сидела и ждала. Сложила руки перед собой. Смотрела через стекло на пустой зал. Примерно 8 минут ничего не происходило. Гул вентиляции. Дальний лифт. Потом в наушниках появился голос. Немецкий, мужской, незнакомый. Медленный и ровный. Не говорит, диктует, как читают для записи с листа. Одно предложение. Я не успела ничего решить. Мой рот открылся, и я произносила русский перевод уже тогда, когда поняла, что произношу. Голос умолк. Тишина. Пустой зал. Индикатор. 0 активных каналов. Я смотрела на него секунд 10. Достала рекордер. Нашла последние 3 минуты записи. Запустила воспроизведение. Мой голос. Они не знают, что это началось. 12 секунд тишины на записи. Потом немецкий голос. Sie wissen nicht, dass es begonnen hat. Они не знают, что это началось. Моя русская версия на 12 секунд раньше немецкого оригинала. И немецкий голос был на записи. Olympus его зафиксировал, значит, он физически звучал в наушниках. Он был как акустический сигнал. Но входящих каналов не было. Я еще раз посмотрела на индикатор. 0. Голос прозвучал через выключенный тракт. А я перевела его за 12 секунд до того, как он прозвучал. Я сняла наушники и положила на стол. Смотрела на них. Пластиковая дужка, серая амбушюра из поролона. Небольшая царапина на правой чашке от случайного падения в сентябре. Я носила их 3 года, каждый рабочий день. Они не изменились. Я взяла их снова, надела. Тишина в наушниках. Только гул тракта. Только воздух. Пульт в режиме ожидания. Все индикаторы показывали 0. Я ждала минуту. 2. Ничего. Сняла. Положила на стол. Я думала о немецкой фразе «Sie wissen nicht, dass es begonnen hat». Они не знают, что это началось. Кто они? Кто не знает? О чем это? Я не нашла ответа. Просто запомнила вопросы. Встала, выключила пульт. Взяла рекордер и блокнот. В коридоре было светло и пусто. Далекий разговор. Техники где-то в соседнем крыле. В красном блокноте. 1 марта. А7. Пустой зал. Голос через выключенный канал. Зафиксирован Olympus. Я перевела за 12 секунд до того, как он прозвучал. Дельта равно минус 12 секунд. Плюс 12 секунд. Часть 8. Женила.
8 марта позвонила Елена Романовна Ставрова, директор бюро, с которым я работаю 10 лет. Обычно она пишет, не звонит. Если звонит, значит что-то срочное или очень большое. Международная конференция. Женева. Дворец наций. Зал 5. 24-26 марта. Пленарные сессии. Рабочий язык. Немецкий и английский. 27 государств. Технические комитеты. 3 дня основной программы плюс рабочие группы в перерывах. «Это самое крупное из того, что у нас когда-либо было», — сказала Елена Романовна. Голос у нее деловой, без интонаций. «Аккредитация на тебя, дублер, Клод Мерсье из Женевы. Он местный, знает дворец. Твой немецкий там лучший. Другого варианта нет». Я спросила, есть ли другой вариант. Пауза в трубке. «Нет. И отказ закроет этот уровень для тебя надолго. Ты понимаешь. 3 года потом без такого класса, если вообще». Я сказала «да», повесила трубку. Открыла красный блокнот. 24 марта, 16 дней. Я думала о том, что могу сказать Елене Романовне. О том, что последние несколько недель мои переводы опережают ораторов на несколько секунд, и я не понимаю почему. О том, что в пустой кабинке А7 я перевела голос, которого не было, за 12 секунд до того, как он прозвучал в выключенном канале. О том, что разрыв растет. Я не стала ей говорить ничего. 14 марта у меня была страховая конференция. 3 часа. Немецкие актуарии, стандартная техническая терминология. Я работала осторожно. Рядом с пультом лежал рабочий блокнот, открытый на чистой странице. Когда я произносила фразу, быстро смотрела на часы и ставила отметку «Время моей фразы». Потом слушала оратора. Когда та же мысль появлялась у него, еще отметка. Делала это для каждой значимой фразы. 1 час. Разрыв в норме около 3 секунд. Все нормально. Я начинала думать, что страховая конференция – другой жанр, другая специфика. Здесь не происходит. Во 2 час, во время доклада немецкого актуария о резервировании убытков, я произнесла 3 фразы раньше оратора. Не подряд, с промежутками в несколько минут, как будто что-то включалось и выключалось. Блокнот зафиксировал все 3 случая. После сессии я сравнила отметки для самого большого разрыва. 33 секунды. Я смотрела на цифру долго. 33 секунды – это больше полминуты. Полминуты назад оратор говорил о другом. Я перевела его слова в тот момент, когда у него в голове еще не сложилось предложение или только начинало складываться. Это уже не слова до слов, это слова до мыслей. Если в 12 феврале я переводила высказывание до высказывания, сейчас я переводила намерение, которое еще не стало речью. Я попыталась вспомнить, как ощущалось то мгновение. Была ли физическая разница в горле, в темпе, в том, как воздух проходит через голосовые связки, между переводом слова и переводом мысли? Ничего. Никакого физического отличия. Тело не заметило границы. Только цифра в блокноте говорила о том, что произошло что-то другое. Я написала это в рабочем блокноте, потом зачеркнула и написала снова. Потом перечитала и перестала понимать, что именно я имею в виду. Женева через 10 дней. В красном блокноте. 14 марта. Страховая. Дельта Макс равно минус 33 секунды. Плюс 33 секунды. Часть 9. Журналист. 19 марта я переводила пресс-конференцию немецкого министерства. Открытое мероприятие, любые аккредитованные СМИ. Пресс-зал в деловом центре на Полянке, незнакомое мне место. Большой зал с рядами кресел и подиумом. Министр отвечал на вопросы о программе социальной поддержки. Данные 4-го квартала, расхождение в отчетности, методология подсчета. Кабинка здесь не отдельная. Застекленный угол зала, один переводчик без дублера. Я пришла рано.
проверила оборудование, достала красный блокнот и поставила его рядом с пультом. Решила, буду отмечать каждый эпизод опережения прямо во время эфира с тайм-кодом, не после. Первые 40 минут. Министр говорил методично, паузы предсказуемые, технический текст без риторики. Разрыв 3 с небольшим секунды. Норма. Я ставила отметки, все в плюсе. Красный блокнот лежал нетронутым. Потом ведущий открыл сессию вопросов. Журналисты в зале начали поднимать руки. Ведущий указал на первого. Женщина в переднем ряду, в черном жакете, планшет на коленях. Спросила о сроках публикации данных за следующий квартал. Я переводила с нормальным отставанием. Второй журналист, мужчина у стены, стоял, не сидел. Задал технический вопрос о методологии. Я переводила. Плюс 3 и 2 секунды. На третьем ряду сидел человек в темно-синем пиджаке. Он не поднял руку. Смотрел в блокнот, писал что-то или читал. Я заметила его краем зрения. Лицо опущено, не смотрит на подиум. И я произнесла в микрофон. Скажите, как ваше ведомство объясняет расхождение между данными четвертого квартала в официальном отчете и результатами независимого аудита? Ведущий указал на следующего журналиста. Пожилой мужчина в первом ряду, вопрос о сроках следующего доклада. Министр ответил. Я переводила с нормальным отставанием. Ведущий указал на человека в синем пиджаке. Тот поднял руку, открыл блокнот и спросил про расхождение в данных четвертого квартала между официальным отчетом и аудиторским заключением независимой комиссии. Почти то же самое, но не то же самое. Его формулировка была чуть официальнее, длиннее, менее точной. Аудиторское заключение независимой комиссии вместо результатов независимого аудита. Моя версия была компактнее и точнее. Как будто я перевела мысль, а он произнес слова вслух, и слова оказались чуть грубее, чем мысль. 58 секунд между моей фразой и его вопросом. Я отметила в блокноте 58. После конференции я нашла его в коридоре при выходе. Представилась как переводчик, сказала, что провожу исследования по синхронному переводу и специфике формулировок на пресс-конференциях. «Когда именно вы сформулировали этот вопрос про расхождение?» – спросила я. «Прямо перед тем, как задали, или раньше?» Он задумался. Журналисты на таких мероприятиях привыкли к странным вопросам. Я думал о расхождении в данных весь первый блок. Там было очевидно, что цифры не бьются. Конкретная формулировка, он сделал паузу, пришла, когда ведущий объявил вопросы. Тогда и сложилось, именно тогда. Я поблагодарила и отошла. В метро на обратном пути я пыталась восстановить его лицо. Не могла, только синий пиджак, темно-синий, немного мятый на левом плече. Человек, чью мысль я произнесла за 58 секунд до него, не имел лица в памяти. Только цвет ткани и складка, когда ведущий объявил вопросы. Именно тогда я произнесла в микрофон. «Скажите, как ваше ведомство объясняет расхождение?» В красном блокноте 19 марта, пресс-конференция, журналист в синем пиджаке. Дельта равно минус 58 секунд. Мысль до слов. Мои слова точнее его слов. Плюс 58 секунд. Часть 10. Рекордер. 22 марта, за 2 дня до Женевы, я сидела в кабинете дома. 9 вечера. Хорошо в Мневнике, 3-й этаж, кабинет 3 на 4 метра с видом на двор. Улица пустая. Один припаркованный фургон напротив, фонарь над ним, мелкий дождь начинался и затихал. Я разбирала документы для поездки. Распечатка аккредитации с QR-кодом, технический глоссарий на 112 страницах, я отметила маркером незнакомые термины, их набралось 18. Расписание сессии с разбивкой по залам и ораторам. На столе стакан воды наполовину, настольная лампа с желтым теплым светом, красный блокнот сдвинут в угол.
Рекордер лежал на краю стола включенным. Он работает непрерывно, когда я дома, с 13 августа прошлого года, с того дня, как я нашла его в таблице первым. Я не знала, зачем именно оставляя его включенным, на случай, что ли. До этого вечера он записывал только тишину, фоновые звуки, мои телефонные разговоры. В 9:12 рекордер воспроизвел запись. Я не нажимала воспроизведение. Экран Olympus, значок Play, таймер запущен. Я смотрела на него, не двигалась. Мой голос, ровный, профессиональный, без бытовых интонаций, именно такой, каким я говорю в эфире. Она берет стакан воды, делает глоток, смотрит на часы. 9:13. Пауза на записи. Я не двигалась секунд 20. Потом взяла стакан, сделала глоток. Не из жажды, движение случилось само. Я уже опустила стакан, когда заметила, что сделала именно это. Посмотрела на часы на стене. 9:13. Я держала пустой стакан обеими руками. Думала о том, когда именно решила взять его. Попыталась восстановить. Вот я сижу, вот фраза из рекордера, вот я не двигаюсь, вот движение. Между «не двигаюсь» и «взяла» провал. Не вспомнить момент решения. Перемотала запись к началу фразы. Мой голос появился в 9:04, 8 минут до того, как я взяла стакан. Я не говорила этих слов вслух. Рекордер стоял в метре. Если бы я говорила, услышала бы себя. Olympus слышит шепот. С 8:50 я не произносила ничего вслух. Но запись зафиксировала мой голос, описывающий мои действия, за 8 минут до этих действий. Третье лицо, настоящее время, уверенный тон, как будто кто-то заранее знал, что именно произойдет. Я сидела. Дождь по подоконнику, то есть, то нет. Фонарь над фургоном. Рекордер молчал. Я думала о формулировке. Она берет стакан воды. Третье лицо, настоящее время, описание наблюдателя. Не я, не ты, она. Как будто кто-то смотрел на меня со стороны и произносил вслух то, что видел. Но голос был мой. Мой голос смотрел на меня со стороны и произносил мои действия за 8 минут до того, как я их совершила. Или я сама произносила их из другого времени. Из времени, где это уже случилось. Я не знала, какой вариант хуже. Потом взяла красный блокнот и написала. 22 марта. Дома. Рекордер воспроизвел самостоятельно. Мой голос. Описывал мои действия в третьем лице, за 8 минут до событий. Я не говорила этого вслух. Olympus подтверждает. Дельта равно минус 8 минут. Женева через 2 дня. Плюс 8 минут. Часть 11. Голос. 23 марта утром, за день до Женевы, я провела последний тест, который могла провести дома. Включила рекордер. Прочла вслух одну страницу из технического глоссария. Сухой текст. Определение терминов. 5 минут. Ровный рабочий темп. Не торопилась, не замедлялась. Прочла так, как читаю в эфире. Потом воспроизвела и слушала. Свой голос я знаю хорошо. 11 лет записей, сотни файлов, тысячи часов эфира. Я узнаю его с первой секунды, потому как ставлю ударение в слове «договоренность», по легкой паузе перед длинным составным существительным, пока выбираю порядок составных частей, потому как «р» у меня получается чуть мягче, чем у большинства дикторов. Потом открыла запись из А7 от 12 февраля. Нашла момент с Крауза, минус 2,7. Открыла фонограммный редактор, загрузила обе записи, сегодняшнюю и февральскую. Поставила рядом на одной временной шкале. Слушала попеременно. 10 минут, 15. Что-то не совпадало, и я не могла понять, что. Интонация – моя, темп – мой, паузы – мои, артикуляция – моя. Все звучало как я. Открыла анализ тона. Основная частота голоса F0, pitch, та характеристика, по которой мы различаем людей. Сегодняшняя домашняя запись 142 Гц.
Запись из А7 от 12 февраля. 138. 4 Гц ниже. Я перепроверила. Загрузила в другую программу. Тот же результат. 4 Гц. Потом проверила все свои рабочие записи из А7 за 11 лет. Каждый файл скрипт посчитал F0 для каждого. Диапазон 140-143. Небольшой разброс. Утро против вечера. Усталость. Сложность материала. Никогда ниже 139. За 11 лет ни разу. Потом взяла записи эпизодов опережения по одному. Запись из А7 от 12 февраля. Момент опережения Крауза 138. Запись из В3 от 22 февраля. Момент опережения Форда 137. Запись из А7 от 1 марта. Пустая кабинка. Голос из выключенного канала 134. Запись с Олимпус от 22 марта. Голос, описывающий мои действия за 8 минут 132. Каждый раз несколько герц ниже, чем в предыдущий раз. Голос, который опережает ораторов, немного ниже по тону. Голос, который описывает мои действия до того, как я их совершу, еще ниже. Голос, который звучит все дальше в будущее, все ниже. Это мой голос, по всем параметрам, кроме одного. Один параметр уходит вниз при каждом эпизоде. Я пыталась придумать объяснение. Усталость снижает тональность голоса. Это медицинский факт. Но не на 4 Гц за одно мероприятие. Системно, с нарастающей кривой, только в моменты опережения. Такого не бывает от усталости. Я записала в обычный рабочий блокнот, не красный. Голос в эпизодах F0 снижается. Скорость снижения постоянная. Линейная зависимость от дельта. Если дельта уйдет в минус часы, куда уйдет F0? Я не могла ответить на этот вопрос. Потом я думала о другом. В А7 1 марта голос сказал через выключенный канал «Sie wissen nicht, dass es begonnen hat». Они не знают, что это началось. Кому принадлежало это сообщение? Не мне. Я перевела его за 12 секунд до произнесения. Была только каналом, не адресатом. Значит, через меня кому-то что-то сообщалось. И если так, значит, что-то знала о конференции 24 марта. Знала о зале 5. Знала о переводчике Серовой в наушниках Sennheiser SH230. Знала об этом раньше, чем позвонила Елена Романовна. Я была не субъектом этого, я была инструментом. И инструменты не выбирают себя сами. Я закрыла программу. Экран монитора погас. В темном отражении мое лицо. Обычное. 34 года, короткие волосы, усталость после недели подготовки. Никаких внешних признаков. Я произнесла вслух одно слово, просто чтобы проверить. Женева. Мой голос. 142 Гц в своем обычном диапазоне. Нормально. Это не было утешительным. Завтра Женева. Часть 12. Дворец наций. 24 марта в 7 утра я вышла из гостиницы на набережную Женевского озера. Март, 8 градусов, плотный туман над водой. Озеро серое, непрозрачное, будто из матового стекла. Другой берег не виден, только линия Альп угадывается выше тумана, там, где облаков нет. Фонтан Жедо в марте работает на треть высоты. Столб воды поднимается и гнется на ветру. Не то что летом. Летом его видно отовсюду. Я купила кофе в маленьком кафе на углу набережной. Стойка у окна. Один бариста, 2 других клиента, запах молока и рогаликов. Взяла кофе и осталась стоять на набережной. Вода ничего не отражала в тумане. Туман отражал все. Ровный белый свет без источника. Дворец наций стоит на холме над городом. Белый фасад, тяжелая архитектура 30-х годов, длинный ряд флагов 27 государств вдоль главного входа. Со стороны набережной, снизу, он выглядит как нечто, которое здесь было всегда и будет после. В реальности он больше, чем на фотографиях, и тише, чем можно ожидать от здания такого размера. Регистрация. Аккредитация с биометрией. Отпечаток указательного пальца, фотография. Бейдж на белом шнурке с именем и флагом.
Переводческий блок. 6-й этаж. Коридор длиной около 70 метров. Двери через каждые 3 метра с табличками. EN/RU, FR/DE, DE/RU. Моя дверь. Кабинка 6/3. Та же пластиковая конструкция, что везде. То же стекло. Тот же гул фильтрации воздуха, чуть тише, чем в А7. Запах. Пластик, слабый дезинфектор и еще что-то, чего нет в московских кабинках. Старый паркет в зале за стеклом. Старый зал, старые решения. Партнер по смене Клод Мерсье. Швейцарец, лет 50, работает здесь 15 лет. Поздоровались, проверили оборудование, сверили глоссарии. Он показал запасной наушник за панелью слева, объяснил особенность местного пульта. Правый регулятор громкости имеет люфт, надо держать чуть дальше от края. Говорил спокойно, деловито. Для него это был обычный день. Еще одна конференция, еще один переводчик. Пленарная сессия начиналась в 10. Зал внизу за стеклом медленно заполнялся. Делегаты рассаживались, раскладывали бумаги, кто-то разговаривал стоя. В 9:55 я надела наушники Sennheiser SH-230. Подождала несколько секунд. Тишина в наушниках, только гул тракта. В 9:56 в наушниках появился голос. Не из зала. За стеклом еще не было микрофонов в руках. Входящих каналов 0, я смотрела на индикатор пульта. 7 ламп, 7 нулей. Все нули. Немецкий, мужской, незнакомый голос. Читал что-то ровно, без интонации, как читают по бумаге на диктовке. Одно предложение, второе, третье. Я переводила. Автоматически, машинально. Голос, русские слова. Голос, русские слова. Клод посмотрел на меня. «Все хорошо?» – сказал он по-русски. «Да», – сказала я. «Разминка». Он кивнул и вернулся к глоссарию. Принял это спокойно. Иногда переводчики делают разминку перед большим эфиром. Голос замолчал. В зале открылись боковые двери, начали занимать последние места. В красном блокноте, перед тем, как убрать в сумку, 24 марта, 6/3. Голос до начала сессии. Нет источника. Дельта равно минус 47 минут до первого оратора. 47 минут. Ровно столько, сколько будет длиться первый час сессии. Все, что ораторы скажут в этом зале в ближайший час, уже произнесено. Через меня, куда-то. Кому достался тот перевод? Плюс 47 минут. Часть 13. Эфир. Первая пленарная сессия длилась 3 часа 40 минут. Первый час переводила я. Вступительное слово председателя, регламент, первый технический оратор, австрийский эксперт по инфраструктурному планированию, медленный темп, привычная структура, разрыв 3, иногда 3,5 секунды. Я вела счетчик в рабочем блокноте, ставила отметку плюс или минус для каждой значимой фразы. 15 фраз – все плюс, 20 фраз – плюс, норма. В 11 часов Клод сменил меня. Я сидела рядом, делала пометки в глоссарии для второго дня, незнакомые термины, которые в первой сессии встретились. Слушала краем уха. Второй час прошел нормально. В начале третьего часа Клод кивнул. Снова я. Вошел следующий оратор. Делегат из Баварии. Быстрый темп, сжатые предложения, очень конкретные технические данные, без вступлений и риторики. Я настроилась. Блокнот рядом. Первые 15 минут – норма. 3 секунды. Я ставила плюсы. Потом я почувствовала это не ушами. Ощущение, которое трудно описать, потому что его нет в нормальном опыте переводчика. Что-то в наушниках изменилось, хотя технически ничего не изменилось. Звук тот же, голос тот же, но слова начали приходить раньше. Не фразами, блоками. Я произносила целый абзац. Потом баварский делегат произносил тот же абзац. Наши речи шли параллельно, одновременно.
Не 3 секунды разницы, а 0 или минус. Я не могла определить, кто из нас кого опережает. Я произносила и одновременно слышала его в наушниках. Те же слова, тот же смысл, немецкий и русский в одно и то же время. Я перестала ставить отметки в блокноте. Клод смотрел на меня, потом на экран с текущим переводом, потом снова на меня. Потом я перестала слышать себя изнутри. Вибрация была. Я чувствовала ее в грудной клетке, в горле. Воздух проходил через голосовые связки. Нижняя челюсть выбирала позицию для каждого согласного. Тело работало как всегда. Каждый мышечный контур, каждый нервный сигнал, каждое микродвижение артикуляционного аппарата. Но я не инициировала ни одного слова, не формулировала. Смотрела изнутри на то, как моя речь происходит без меня. Не пропал звук из динамика. Я слышала свой голос из маленького монитора рядом с пультом. Ровный, без заминок, без поиска слов. Слова появлялись раньше, чем я их думала. Предложения выходили из уст, и я их слышала только уже после. Я смотрела через стекло на зал. Делегаты что-то писали. Кто в блокноты, кто в ноутбуке. Баварский делегат говорил. Я переводила. Или что-то переводила через меня. Ни одно слово не отставало. Оратор закончил. Пауза. Аплодисменты. Здесь не хлопают ладонями, стучат по столу. Тихий, ровный звук. Я подняла взгляд на часы в правом углу зала. 17:42. Последнее четкое воспоминание. Примерно 16:55. Начало доклада баварского делегата. Первые 15 минут нормы. Потом ощущение, что слова начали приходить раньше. Потом ничего. 47 минут. «Ты хорошо работала», — сказал Клод. «Очень чисто. Я хотел несколько раз предложить смену. Видел, что ты давно в эфире. Но ты не останавливалась, и все шло хорошо. Очень хорошо». Он хотел предложить смену. Несколько раз смотрел на меня. Видел, что я давно в эфире, и не предложил, потому что все шло хорошо, и он не знал, что меня нет. «Ты несколько раз закрывала глаза», — добавил он, когда мы убирали наушники. Я замечал, но перевод не прерывался. Это бывает у опытных, когда долго в эфире. Закроешь и лучше слышишь. Я закрывала глаза. Тело закрывало глаза. Перевод не прерывался. Я не ответила. Переложила рабочий блокнот в сумку, не открывая. В сумке лежал красный блокнот. Я не открывала его с утра. Знала, что запишу потом, дома. Дельта равно минус 47 минут подтверждено. Плюс минут пока не измерить. Я не знала, что написать для «вымет». Для последних 47 минут не было измерения. Только пустота в памяти и запись в рекордере, которую я еще не слышала. Часть 14. Тишина. В гостиничном номере я достала рекордер из сумки. Olympus LS-14. Запись идет с 7 утра. Таймер 10 часов 47 минут 33 секунды. Я нашла на шкале временную метку 16:55 и запустила воспроизведение. Мой голос. Переводил. Баварский делегат говорил что-то о технических регламентах. Я слышала его немецкую речь в фоне, и мой голос переводил поверх. Потом следующий оратор. Рабочий язык переключился на английский. Я слышала переключение. Потом еще один. Голоса из зала, реплики с мест, аплодисменты дважды. Слова председателя на закрытии сессии. И мой голос непрерывно под все эти голоса поверх всего. 47 минут записи. Я слушала, как слушают, когда в записи незнакомый человек. Следила за интонацией, за тем, как расставляются ударения в сложных терминах. Все было точным. Ни одной ошибки, которую я могла бы услышать. Профессиональный, плотный, уверенный перевод, без пауз и заминок. Я не помнила ни одного слова из этих 47 минут. Потом зал в записи умолк. Ладони по столу. Ровный, тихий, финальный аккорд. Потом тишина. И мой голос сказал одну фразу.
Ни перевод, ни рабочее, просто фразу в паузу после аплодисментов. Это была последняя сессия. Я перемотала к этому месту, слушала трижды. Это была последняя сессия. Ровно, без эмоций, как объявление. Расписание лежало на столе рядом со мной. 25 марта, 26 марта. 8 сессий впереди. Я смотрела на расписание, потом на рекордер. Включила анализ тона. Основная частота голоса в записи 47 минут 129 Гц. Это ниже, чем 132 той ночью с рекордером дома. Ниже, чем 134 в пустой кабинке 1 марта. Ниже всех предыдущих отметок. Я сидела с рекордером в руке, смотрела на экран. Потом положила его на ночной столик, поставила на запись, выключила свет. Женева за окном. Туман не рассеялся к ночи, фонари на набережной в белом молоке. Я лежала и слушала тишину гостиничного номера. Шум системы кондиционирования, далекий трамвай, в Женеве ходят трамваи ночью, чьи-то шаги по коридору. Слои звуков, один тише другого. Утром я проснулась от будильника в 7, взяла рекордер. 6 часов записи. Кондиционер. Мое дыхание во сне. Оно ровное, я сплю спокойно. В какой-то момент, около 3 ночи, что-то неразборчивое, как бывает во сне, когда произносишь слова, которых потом не помнишь. И за 20 минут до будильника мой голос. Несколько фраз. Отчетливо, без паузы, как в эфире. Я смотрела на экран Олимпус. 6 часов записи, и в самом конце мой голос, за 20 минут до того, как я проснулась. Я не стала слушать. Выключила рекордер. Встала. Умылась, оделась, проверила аккредитацию, глоссарий на следующий день, наушники Sennheiser SH230, они лежали в кармане куртки. Спустилась к завтраку. Кофе, булочка, стол у окна. Женевское озеро в утреннем тумане. Тот же серый цвет, тот же невидимый другой берег. Те же Альпы над облаками там, где нет облаков. В 7:55 вышла из гостиницы. Шла по набережной к холму, где стоит дворец. Смотрела на воду, она не отражала ничего в тумане. Асфальт был мокрым, но дождя не было, только влага в воздухе, та, что не капает и не кончается. В кабинку 6/3 я вошла в 8:50. Клод был там, проверял пульт. Поздоровались. Я надела наушники Sennheiser SH230 и подождала. Страшная история на ночь. Наушники обязательны. Смотри один. В темноте.